Но тут, конечно, Клондайк. Мы отсюда не уедем. Бум-бум-бум-бум. Сейчас. Снял, Сань? Да? В предыдущем фильме трофейный охотник Сергей Мазуркевич прибывает в Таджикистан. 4-й раз в этой гостеприимной стране. Цель его экспедиции – добыча 2 горных копытных – Мархура и Бухарского Уриала. Год плотно распланирован. Сначала охотник отправляется за винтородным козлом. Охотиться предстоит с новым калибром, еще не опробованным в горах. Верхом на лошадях команда совершает головокружительное восхождение на высоту 2300 метров. Мы сейчас чуть пешком походим. Обнаружив старого трофейного самца, охотники начинают преследование. Поедателя змей не останавливает ни первый, ни второй выстрел. Поздравляем вас. Да подождите, еще посмотрим. Но он уже ляжет. Команда отправляется на поиски подранка. Его находят на карнизе отвесной скалы. Только 3-я пуля сражает мощного зверя. Но трофей срывается в пропасть. В этом фильме трофейный охотник Сергей Мазуркевич отправляется за Бухарским Уриалом, по пути добывая другие трофеи. Двигались на базу, увидели табун кабанов. Взяли 3. Слушай, такая охота тоже интересная, да? Видно его, да? Двигается влево. Этому зданию аналогов в мире нет. Это гордость таджикского народа. Ну никак не отпускает это хозяйство мне. Горы все равно нагрузили. Так просто не отпустили. Попал, да, упал. Упал. Трофейная охота в Таджикистане. Фильм 2. Бухарский Уриал. Таджики – один из древнейших коренных народов Средней Азии. Они являются потомками оседлых и кочевых ираноязычных народов. Общая численность таджиков, по разным оценкам, составляет от 26 до 40 миллионов человек. Это очень трудолюбивый народ с великим культурным наследием. А гостеприимство в таджикском обществе считается не только социальной нормой, но и моральным долгом. Курага, изюм, орех кушать не грех, полезно от головы, боли, желудок, зрение, глаза, точки, почки, мочки, для дочки и для ночной сеанса хорошо. Желаем приятного аппетита. Одна из множества достопримечательностей Душанбе, которую обязательно стоит посетить, комплекс Кохи-Наврус. Это здание вообще не музей, но наш президент разрешает его показывать, потому что ручная работа местных мастеров-умельцев таджиков в этом здании стала уникальной. Во всем здании вы увидите 40 тысяч квадратных метров ручной работы, наши древние национальные ремесла таджикского народа. Здание вообще планировалось как чайхана в начале, но по ходу строительства она превратилась в настоящий уникальный дворец. Пока этому зданию аналогов в мире нет. Это гордость таджикского народа. Потому что мы, таджики, очень древний народ, и культура древняя бережно передавалась из одного поколения другому. И Александр Македонское завоевание, и татаро-монгольские, и арабские не смогли они уничтожить эту культуру, и она бережно передалась до этого времени. Это из зороастризма, из нашей древней религии узоры, вот резьба по ганчу. Ганч – это глина-гипс. Это Оникс-Шахринавский район, Морпеч-Дарвазский район, Афит-Худжанд. Это травертин, известняк из Шартуза, это юг Таджикистана. Оникс опять, вот это конгломерат Панджакент, гранульный гранит из Ашского района. И люстра, вот эта большая, весит 3 тонны 200 килограмм. И смотрите, какой художественный арт-паркет.
За этим столом 3 круга стульев во время саммитов. На этой двери посмотрите, пожалуйста, персонажей из наших сказок. 2 павлина, 2 кукушки, 2 аиста. В этом зале 6500 квадратных метров ручная резьба. Здесь всегда пахнет лесом, потому что кедр, он лечит. После этого саммита СВДМА наше здание объявили 8-м чудом и жемчужиной среди Шанхайской организации сотрудничества. Ну, ожидание, что будет сегодня легкая охота, а началась она именно так, на машине, на лошадях, вроде все по-легкому, и вроде подошли, но потом все, конечно, усложнилось. В этом и есть труд горной охоты. Непредсказуемость, цена выстрела, переживания, нервы. И охотнику, и оператору опытные проводники категорически запретили спускаться к добытому трофею. Забрать его с дна обрывистого ущелья отправятся профессионалы. Если бы Мархур не сорвался в бездну со скального карниза, им было бы проще. По словам главного проводника, они спустили бы трофей в целости даже с отвесной скалы. Теперь он летит в пропасть. Маловероятно, что падение с 200-метровой высоты останется без последствий для трофея. Со дна ущелья по рации проводники сообщают, что трофей цел. Оба рога на месте. Поднимать 70-килограммовую тушу наверх нет никакого смысла. Трофей спустят к реке. Туда, откуда несколько часов назад началось восхождение на лошадях. Мы тогда сегодня уйдем, да? Хотите сегодня, хотите завтра. Как лучше сделать? Проще будет сейчас выехать, уже с утра уже на Урала выйти. Да, будет проще там. А то завтра, если выйдем, пока доедем туда, пока да. оставим вещи. У нас целый день будет завтра. Да. Предстоит долгий обратный путь. Монотонная череда спусков и подъемов. Лошадей решили отправить вперед. Теперь, когда торопиться уже некуда, этот знакомый маршрут хочется преодолеть на своих двоих. На самом-то деле нам повезло, то что Мархур так на полку лег, он мог бы где-нибудь забиться в какое-нибудь ущелье, и где не совсем мы могли бы найти. Фактор попадания есть, а животного нет, трофея нет. Добавок понимаем, что при ранении животное мучается. Это тоже неправильно. 338, в любом случае, куда бы ты ни попал бы, 90% животное остается на месте. Проводники доставили трофеи в условленное место. Завершается у нас охота на бухарского Мархура. Она была сложная, несмотря на первоначальную легкость. Трофей взят. После 3 выстрелов он уже упал метров на 200 вниз летел, немного повредил рог. Вот в одном месте оскол. Мархуру где-то около 12 лет. Длина рогов оценивается 1,25 м, 1,30 м, да, не мировой рекорд. Но это мой второй Мархур. Возвращались уже все на базу, двигались на лошадях, увидели табун кабанов. Ну, мы их утром видели, но я думаю, что здесь не один табун. Достаточно много, все изрыто. И было предложение немного, как говорится, посодействовать хозяйству, потому что они определенный прессинг свой оказывают на территорию, все разрывают.
пасущимся кабанам удалось приблизиться довольно близко. Почти сразу они чувствуют опасность и начинают уходить. Дистанция всего 100 метров. Предстоит стрелять, выкрутив маховики прицела в нули. Первый раз в горах стрелял кабана. Конечно, это не наш трофей, попутный, но тоже интересно, тоже интересно. Пуля приходит в цель, но не останавливает сикача. Ну никак не отпускает это хозяйство мне. И Мархур нас погонял по горам, и кабаны под конец. Спустя несколько секунд раненый кабан падает. Охотник меняет позицию. Кабаны двигаются по кустам наверх. Вот появляется. Инстинкт подсказывает животным, что высота – самое безопасное место. Теперь дистанция до них составляет 300 метров. Да, здесь недальний выстрел был, 300 метров. Движущие цели такие. На этот раз сикач падает сразу. Кабаны уходят. Так, готов. Легкая охота, сказал. Ну, интересно, через ущелье. Левее обнаружен отделившийся от группы сикач. Сейчас. Он, по-моему, раненый, он отделился от группы. На этот раз дистанция составляет 190 метров. Хватит 3 штук. 3. Взяли 3 кабанов. Дальше остановились, мелочевка осталась. Все, Смертельно раненый кабан скрывается за горой. 2 точно должны быть хорошие экземпляры с клыками. Такие трофейные. Займут достойное место в трофейном зале. Патрон последний остался вот там. Слушай, такая охота тоже интересная, да? Снял, Сань? Да? Все 3 сикача поражены с первого выстрела. Но только один из них лег сразу. Тушу последнего обнаружили в 100 метрах от места, где его настигла пуля. Похоже, эта пуля не подходит для горной охоты. Егеря нашли и забрали всех. Трофеи кабанов охотник заберет домой. Уверен, что все удивятся, но это мой первый кабан. Ну, именно с клыками. Чисто трофейный. Для себя я сделал вывод, что 230-я Хорниги, 300 Норма Магнум для горной охоты, ну, не совсем подходит. Хотя настильность хорошая, скорость 900 метров в секунду. Ветроустойчивость в 2 раза лучше, чем 338 на 300 грейн. Но вот есть такой фактор, когда прошивает и животное уходит. Слабый останавливающий эффект именно по животному. Я связываю это с тем фактором, что высокая скорость, пуля просто прошивает. Если она не задевает кость, то она проходит насквозь. И, соответственно, животное, конечно, поражено, оно ляжет. Но может так случиться, что охотник произведет выстрел, посчитает, что произошел промах. Ну и из опыта по косуле она хорошо работает очень. Если не зацепил кость, не зацепил важные органы, да, там по месту прям не попал, там животное убегает, косуля убегала с легкими пробитыми. А вот по осью тоже фактор, если стрелять метров 300-400, ось убегает там до полукилометра, где-то бежит. Стреляла ося на 800 метров, 700, животное крупное, он сразу ложился. В любом случае, это охота. Думаю, что еще покусим еще с этим кабаном. Нет, думаю, уже хватит. Хватит, да? Уже хватит, думаю, надо ехать нам на базу, собираться, ужинать и выдвигаться за Урялом. Подъем на лошадях к автомобилям происходил уже после захода солнца. Ну, экстремальный подъем был тогда. На лошадях и вниз спускались, и наверх поднялись почти что 800 метров. Довольно экстремально.
Горы все равно нагрузили, так просто не отпустили. Свою силу и груз горы все-таки передали. Главное захотеть. Остальное все прибудет. Все, мы сейчас грузимся на машину и на базу. Сегодня мы перебрались уже поближе к Душанбе. Душанбе находится с этой территории порядка 50 минут на автомобиле. 300 Норман Магнум новый калибр с нами. С нами новый бинокль с дальномером и с бальтическим калькулятором. На равнине он абсолютно с Кострелом схожен. Посмотрим, как работает в горах. Ну, все равно будем перепроверять, но тем не менее довольно удобная штука. Сегодня охота такая, как организаторы говорят, легкая. Будем передвигаться на баги, наблюдать Урьяла. Посмотрим, как нам сегодня повезет, не будет ли подранка, произведем ли мы тот выстрел, за которым мы приехали в это хозяйство. Ну и, само собой, не может не радовать сопровождение такой комфортной погоды, градусов 12. Самая благоприятная погода с температурой для охоты в горах. Охота будет проходить в природоохранном комплексе Хуталон, недалеко от живописного Нурекского водохранилища. Эти огромные открытые территории идеально подходят для животных, обитающих здесь. Сейчас мы находимся в охотугорье Хуталон. Здесь обитают бухарский урьял, бухарский олень, кабан и козерог. Площадь угодья 38 тысяч гектаров. Значит, здесь у нас работают более 36 егерей, которые охраняют круглый год территорию. У нас в охотугорье более 500 урьялов. Стараемся улучшить популяцию урьяла. С каждым годом у нас увеличивается. Проводим биотехнические работы, подкармливаем, ставим соли. В общем, все биотехническая работа проводится. В основном здесь бухарский олень, и бухарский урьял, и кабани. Очень много. Напоминает мне Техас. Баги, егеря, солнце, климатические условия. Я не знаю, на какой широте находимся мы сейчас с Техасом. Но если я не знал, что это Таджикистане, я мог бы предположить, что это Техас тоже. Ну, здесь кактусов нет, вот, да, кактусов здесь нету точно. Очень комфортно, хорошо, потому что внизу находится огромное водохранилище. Это создает определенный такой климат. Выдающийся трофейный сикач замечен на дистанции 1,5 километров. Мы видели кабанов, не сперва было 1450, на кормушку выбежали, потом отбежали на 1500 метров. Это отличный шанс произвести сверхдальний выстрел. Очень командный. Замерил ветер, все. Сделал поправку по ветру. 5 метров в секунду ветер. Позиция идеальная. Ну, ветерок поднялся, солнце в зените. И это уже в горах довольно сложно, потому что здесь мы по-своему ощущаем. В распадке он может усиливаться или наоборот уменьшаться. Видно его, да? Да. Двигается влево. Да. Остановился. Нет, правее было. Пуля, ну вроде как бы то ли прошила его, как с Махуром, то ли с задней части немножко сместилась вправо. И вот сейчас поехали ребята посмотреть. Есть кровь, нет, но ощущение такое, что он присел, когда побежал. То ли это от того, что всплеск и попало, может быть, от камня что-то он побежал, то ли его прошило. Ну, проверим. Насчет численности кабана могу сказать, что более 1000 кабанов. Потому что каждый раз мы проводим учет по численности этого.
800 до 900 мы увидим. А сколько еще мы не увидим, это Бог знает. Нет крови. Нет крови. Кровь не обнаружена, соответственно, да, вот. Ну и на камере видно, что пуля, в задней части прилетела. Немного перетянув вправо, надо было поставить на 0. Слишком много сделано, 7 кликов сделано на ветер. По вертикали идеально, то есть видно, пуля рядом пролетела. На склоне замечена группа уриалов. Среди них и есть достойные трофейные самцы. Где-то справа. А вон он стоит. Заметив охотников, они быстро скрываются из виду. На другой стороне холма они присоединяются к большому стаду. Дистанция до животных более 800 метров. Да, они тоже спускаются. По-моему, они сейчас присоединятся. Да. Там один в той группе большой, вот этот вот. Который справа? Который самый крайний, да? Сейчас я посмотрю. Сколько метров здесь? 820. И это прекрасная возможность совершить дальний выстрел. Они подряд все хорошие. Самый верх справа 4-й. Третий, все. Ага, да. Вот получается раз. Да, вижу. Несколько уриалов в группе особенно крупные. Вот слева первый. Слева, который первый, да? Самый верхний, первый, второй, третий, четвертый, они все нормальные. Сейчас необходимо выбрать одного самца с выдающимися трофейными качествами. Самый правый, мне кажется, верхний неплохой. Самый верхний, да? Нет, самый правый. Выделить из большого стада конкретную особь и при этом объяснить, где она находится, непростая задача. Да. Хорошо, готовимся. Уриалы постоянно Он сейчас перемещаются. смотрит направо. Пошел направо, да? Да. Вот он идет направо. И на то, чтобы договориться о цели, уходит несколько минут. Огонь. Дистанция 803 метра. Выше было. Вижу. Побежал вниз. Кажется, что пуля попадает выше. Уриал срывается с места. Он за деревьями. Вышел. Он Первый. Самый верхний, первый. Должно быть, он все-таки ранен. Пока другие бараны убегают, он останавливается и ложится. Он стоит. Он сел. Может, он ранен? Он, по-моему, Он готов. Затем тут же встает и продолжает движение. идет направо. Он вниз побежал, нет? За деревом. По-моему, вы попали. Горные животные поразительно крепкие на рану. Пробило, может, его? Может быть. По-моему, И даже с серьезными ранениями могут уходить на несколько километров. Он сел. Сейчас я через Уриал ложится под деревом. Присел. Ну тогда все. Тогда все. Пуля быстрая. Это пуля, видите. Все, попали. Нашли его. Все, нашли? Да. Все. Готов? Готов. Выстрел произвели на дистанцию 803 метра. Угол наклона плюс 6 градусов. Но пуля надо менять. Это 230-я, она не работает так, как нужно. Все равно зверь уходит, прошивает. Скорость просто большая, здесь 900 метров в секунду. Ситуация вчерашняя повторяется с Мархуром. Не видно всплеска. Если вчера мы по Мархуру видели попадание, дистанция была 540 метров, то сейчас на 803 метра с учетом бокового солнца показалось, что выше пуля прошла. А пуля прошла насквозь, и Уриал пробежал и под деревом прилег. Полет пули пересекал ущелье, видать, это и сместило влево пулю. Надо было порядка 3 кликов, что добавлять влево. Я сделал 0,5, то есть 2 на деривацию, 3 на ветер. Пару кликов надо было на ветер все-таки добавить, это бы нам бы добавило бы 16 сантиметров по горизонту. И тогда бы пуля бы по месту прилетела, и уже был бы другой результат. Не дожидаясь охотника, к подранку отправляются 3 егеря.
Под деревом они находят уже безжизненное тело. И не хотелось бы отказываться от 300 Norma Magnum, переходить обратно на 338. Как-то полюбил этот калибр. Бухарский Уриал добыт. Добыли очень хорошего Уриала. Поздравляю вас еще раз. Спасибо. Сейчас мы наблюдаем, у нас этот третий Уриал. Это самый крупный по своим размерам и качеству. Марко Поло, Патиссон, среднеазиатский козерог, бомбийский козерог. Вчера был взят Мархур и сегодня завершающий Уриал. 6 позиций Таджикистана. Вечером продолжается охота на кабанов. Прямо с территории лагеря. Вон стоит кабан. Значит, 1094 метра. Ну тут, конечно, для любителей пострелять на дальнюю дистанцию и любителей поохотиться на кабана, можно сказать, кавандайк. То есть по центру стоим, смотрим, там кабаны выходят, стреляем, там кабаны выходят, стреляем. Есть. Пуля. 3 раза повторил. Это 230-й Хорниги. Это не для охоты, это спортивная пуля. Так что вот она меня подводит. Потому что попадание есть, хлопок есть, трофея нет. Конечно, в итоге 3 кабана мы стрельнули, как и вчера. Один подранок все-таки ушел, а этот на кормушке вышел. Это черный, вот большой, который идет. Вот это большой. Я его плохо вижу. Стоит у камня. Он вышел на свет. Очень хорошо его видно. Побежал, и потом уже на кромке бежит. И вторым выстрелом его все-таки уронил, он вниз упал. 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 Все, на этом заканчиваем охоту, а то мы отсюда не уедем. Да, я скажу, что я был в 3 хозяйствах различных, независимых друг от друга. Но вот в этом хозяйстве это какой-то высший пилотаж. Не в плане, понятно, условий проживания, организации, а вот именно качественного подхода, работы с охотником, работы с гостем. Правильно, тактично, без лишних слов, без суеты. Мне показалось, что они пытаются даже не услышать охотника, а почувствовать, что ему надо. И тем самым где-то, может быть, не ставить в неудобное положение человека. Это высокий пилотаж, это профессионализм. Таджикистан, чтобы он процветал и чтобы каждый таджик гордился, что он живет в Таджикистане. За процветание Таджикистана. В следующем фильме. میکشد در بندگی سویت مرا گاه لیلا گاه Это как добыча бриллиантов. Никуда не торопишься и получаешь свое. Надо взять большого, старого,
was that? What the was that? Come on.